Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам, как мы с мужем получили визу на ПМЖ в Канаду. Практически все, кому мы рассказывали, что мы собираемся уезжать, очень интересовались, как мы это сделали, по какой программе и так далее, и так далее. И, в общем, эти вопросы я постараюсь покрыть в этом видео. Небольшой дисклеймер. Мы, конечно, успешно проделали весь процесс и получили визу на PR, но имейте в виду, что условия программы могут меняться. Обязательно перепроверяйте всю информацию, которую я вам здесь даю. Чтобы вам было удобнее, я оставила список того, что нужно сделать для этого процесса, сколько это стоит и сколько примерно времени это занимает. Я оставлю ссылку внизу на этот чек-лист. Итак, мы с Стёпой находимся в Ванкувере уже почти 3 недели. Вот, пока полет нормальный. Приехали сюда из Израиля. Мы оба программисты по профессии. Кисик. В общем, мы переехали сюда вдвоем с 2 кошками, про оформление которых я расскажу отдельно. И на въезде в Канаду мы получили так называемый PR, Permanent Residence. То есть мы получили статус ПМЖ. Он не привязан ни к какой работе. То есть мы приехали сюда и можем делать, что хотим. У нас есть все права, включая медстраховку. Разве что мы не можем голосовать. Итак, как же мы это сделали? Мы подавались через программу, которая называется Express Entry. Это самая такая простая мейнстримная программа, по которой можно переехать в Канаду. Это программа для квалифицированных специалистов. И весь этот процесс мы сделали сами, без помощи каких-либо компаний или адвокатов. Здесь я хочу остановиться и сказать, не нужно платить 20-30 тысяч шекелей для того, чтобы вас оформили. Особенно, если вы подходите под экспресс-энтри. Вам все равно самим придется собирать документы. Письмо из банка за вас никто не закажет, и английский уж точно за вас никто не сдаст. Этот процесс немного долгий и нудный, но он реально несложный. И вся нужная вам информация есть на сайте канадской миграции, ссылку на которую я тоже оставлю внизу. Немного терпения, и вы с легкостью начнете в нем разбираться. Так, следующий вопрос. Сколько же времени занимает этот процесс? С момента принятия решения, что мы действительно хотим переехать в Канаду, и до момента получения визы на PR нам заняло 1,5 года. Но мы совершенно не торопились. На самом деле, даже специально тянули время. При большом желании это можно сделать за 7-8 месяцев или даже быстрее. Следующий вопрос. Как это работает? В общем, ты заполняешь электронную анкету на сайте канадской иммиграции. Эта анкета получает какие-то баллы и входит в пул. И примерно каждые 2 недели из этого пула вытаскивают определенное количество кандидатов с максимальными баллами. И этим кандидатам высылается приглашение подать аппликацию на PR. В общем, каждые 2 недели у них немножко разная квота. Из того, что я видела, это 1000-1500 человек. То есть, допустим, если в пуле ты по баллам на 800-м месте и квота 1000 человек, то ты войдешь в этом раунде. Это кисик. Кстати говоря, на сайте канадской миграции есть и статистика, какого числа происходил раунд, какая была квота и какой был минимальный балл, который получил приглашение на PR в этом раунде. Эта информация находится в абсолютно свободном доступе, то есть вы можете посчитать свои баллы, посмотреть на статистику и прикинуть, какие у вас реально шансы. Если вашу анкету не выбрали, то она остается в пуле, и она может там просто находиться в течение года после того, как вы ее заполнили. После года вам нужно будет ее заполнить заново. И, кстати, все это бесплатно. Бесплатно. Если вас пригласили, то у вас будет 90 дней, чтобы собрать все документы, подтверждающие то, что вы написали в анкете, и отправить их в Канаду. Опять же, все это делается онлайн. Если вся информация, которую вы заполнили в анкете, соответствует вашим документам, все проходит нормально, то примерно 2 месяца спустя вам вышлют подтверждение и визу на PR. И с этого момента у вас будет примерно год, чтобы совершить иммиграцию в Канаду. То есть вы даже не обязаны сразу туда ехать. Так, следующий вопрос. Как подавать, если нас 2?
Это очень просто, когда заполняешь анкету, есть такая опция. Из пары нужно выбрать, кто главный аппликант, и основное количество баллов будет от него. Оба получают ПМЖ. Кстати говоря, быть женатыми абсолютно не обязательно. За что же даются баллы? Раз. За опыт работы. Нужно минимум год работы на одной из востребованных профессий. У них на сайте можно увидеть список этих профессий, там разнообразные инженеры, учителя, психологи. В общем, там реально очень разнообразные профессии. Обязательно зайдите туда и проверьте, есть ли там ваша профессия. 2. За возраст. До 30 лет это идеальный возраст, после этого уже снижаются баллы. За образование. Первая степень хорошо, докторат отлично. Различные сертификаты а-ля Лимудей Туда тоже могут засчитаться. И 4. За уровень вашего английского. Нужно сдавать тест под названием IELTS. Я, может, даже сделаю про него отдельное видео. Спойлер. Это не похоже на психометрию. К нему нужно очень серьезно учиться. Его пересдавать можно сколько угодно, но это довольно-таки дорогое удовольствие. То есть в Израиле это стоит примерно 1100 шекелей. Следующий вопрос. Нужно ли ехать в определенную провинцию? Ответ – нет. Это федеральная программа. Вы можете выбрать любую провинцию, когда заполняете анкету. Нужно ли доказательство, что у вас есть деньги? Ответ – да. На двоих нужно было примерно 45 тысяч шекелей. Они требуют показать банковскую историю на несколько месяцев. И, честно говоря, эту сумму требуют не зря. По крайней мере, в Торонто и в Ванкувере жизнь абсолютно не дешевая. Цены на квартиры, как в Израиле. Цены, в принципе, на все примерно как в Израиле. И на то, чтобы устроиться, уйдет немало денег. И последнее, о чем я хочу рассказать в этом видео, это сколько примерно стоит процесс оформления. Я снова подчеркну, заполнение этой электронной анкеты на канадском сайте не стоит денег. Это абсолютно бесплатно. Зато все остальное. Эти суммы, которые я говорю, они на одного человека, то есть если вас два, умножайте на 2. Так вот, перед тем, как подавать электронную анкету, вам нужно сдать английский и подтвердить дипломы. Сдача английского это примерно 1100 шекелей. Подтверждение дипломов стоит около 600 шекелей на человека. Все остальные суммы мы платили уже после того, как мы получили приглашение подать на PR. Это заверение переводов документов, примерно 1000 шекелей, это зависит от того, сколько документов. Медицинские проверки на каждого 1500 шекелей. И на самом сайте, когда вы уже подаете все документы, вам нужно заплатить 2 взноса. Один за рассмотрение анкеты, это примерно 1500 шекелей на человека. И второй взнос за саму визу, и это еще 1500 шекелей на человека. В общем, получается нифига не дешево. 7500 шекелей на человека. К счастью, вы не обязаны это платить все вместе, то есть у нас это разбилось на примерно 1,5 года, которые мы занимались этим процессом. Вроде я рассказала обо всем. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Если будут очень часто задавать вопросы на какую-то тему, я сниму отдельное видео. Как я уже сказала, я составила подробный список того, что нужно для этого процесса, и на него ссылка тоже будет внизу. В общем, я очень надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал. Я собираюсь снимать еще видео на тему иммиграции и переезда. А еще у меня есть Инстаграм с фоточками Ванкувера. В общем, спасибо, что зашли. С вами была Олеся. Баюш!